Привет, друзья! Вы на канале Глазунов Прод, и сегодня я расскажу вам о своем опыте получения водительского удостоверения в Соединенных Штатах Америки. Какие документы нужны, сколько времени занимает этот процесс. Также расскажу вам о ключевых особенностях этого процесса и различиях, если сравнивать с получением прав в той же России. Также расскажу вам о ключевых ошибках, зная которые вы сэкономите кучу денег, времени и сил, а также благополучно сможете сдать экзамен с первого раза. Вот знали ли вы, например, что обязательным условием прохождения через перекресток на автомобиле является полная остановка транспортного средства на 3 секунды. Не остановились достаточно хорошо? Все, пиши пропало, не получите вы свои права. Конечно же, все не так категорично, мне просто нужно было заинтриговать вас. А теперь поехали. Ребятки, всем привет! Сейчас 11 часов вечера, я только что пришел домой, но чуйка подсказала мне сходить проверить почтовый ящик. Собственно, та-дам! Что это у нас тут такое? Пришли мои права. Все, можете меня поздравить. Теперь у меня есть официальный документ, которым я могу пользоваться здесь, на территории Соединенных Штатов. Первое, о чем стоит сказать сразу и сходу обрадовать вас, это то, что получение прав в Соединенных Штатах намного легкий процесс, нежели в той же России либо Украине, да и в принципе любой другой СНГ-шной стране. Начнем с того, что первый официальный документ, который я получил на территории Соединенных Штатов, это были права. Почему так? Причин на это несколько. Во-первых, это то, о чем, скорее всего, вы уже знаете, это то, что без автомобиля в Соединенных Штатах очень сложно. Транспортная сеть не позволит вам передвигаться в том ритме, в котором устроена жизнь в Соединенных Штатах Америки. Вам просто жизненно необходим личный транспорт. Как для личного пользования, например, поездка в супермаркет, так и для работы. Многие компании по умолчанию ждут, что у вас уже есть водительское удостоверение и автомобиль. Во-вторых, водительское удостоверение в США – это полноценный документ, который может использоваться в качестве удостоверения личности. На свой 28-й день рождения мы отправились в Портленд, и в клубе, где проходил фейс-контроль, моего временного удостоверения, а это на секундочку не права, это разрешение на пользование автомобилем в присутствии другого человека, но к этому я еще позже вернусь. Так вот, с этим самым разрешением я и попал на территорию заведения. В-третьих, вытекает из двух предыдущих пунктов. Это очень важный документ, получить который относительно просто, но с наличием которого ваша жизнь в Соединенных Штатах значительно упростится. Один документ цепляется за другой, и таким образом вы постепенно наращиваете базу своих бумажек. Документов. Кто-то возразит мне, мол, у меня есть мои права, неважно там узбекские, украинские, российские, и я по ним езжу, и все хорошо. Но смотрите, у меня есть международные права, которые я оформил перед выездом из России, и на оборотной стороне документа, как вы видите, указаны страны, в которых данный документ котируется. И, как видно, США среди них нет. Я как раз думаю о том, чтобы записать ролик о тех документах, которые мне не пригодились в Соединенных Штатах, но на которые были потрачены деньги, были проставлены различного рода апостили, взяты справки и так далее. Многие документы здесь, на территории США, мне просто-напросто не пригодились, а время и деньги были потрачены. Вы удивитесь, насколько ваш бюджет станет полнее, если вы не будете оформлять эти документы. Вы удивитесь, насколько много макулатуры мы сюда везем, без малейшей на то надобности. Правам. Если же мы обратимся к обычному пластику, то бишь к тому документу, который есть у каждого водителя, то тут ситуация еще интереснее. Дело в том, что в случае остановки вас офицером полиции не подтвердить, не опровергнуть ту информацию, которая на этом самом пластике будет предоставлена, офицер не сможет. По той простой причине, что в американской базе нет сведений о ваших правах. Кстати, да, просто так здесь вас никто на дороге не остановит, как это принято в РФ и постсовке, для того, чтобы стрясти с вас бабла. Если вас остановили, то значит на то была какая-либо весомая причина. Ситуация такая, что даже имея на руках
уже водительское удостоверение какого-либо штата, допустим, Нью-Йорка, если же вы переезжаете в какой-нибудь другой штат, в ту же Калифорнию, то вам необходимо будет менять данное удостоверение на местное. Что уж говорить о наших с вами международных правах. Кто-то мне скажет, что вот я на ютубе смотрел ребят, и они ездят на правах, которые были получены ими в их государствах, и все хорошо. Или даже вот вы, человек, который меня сейчас смотрит, также разъезжает, используя исключительно то водительское удостоверение, которое у него есть выданное там в России, в Украине, и у вас все хорошо. Я с вами даже спорить не буду, хорошо, пусть так. Но вы в любом случае выводы делаете сами, и той информации, которую я предоставил выше, тех аргументов, мне кажется, вполне достаточно для того, чтобы первым делом оформить водительское удостоверение местного образца в Соединенных Штатах. То вступительной частью закончили, теперь переходим к теории получения водительского удостоверения в Соединенных Штатах Америки. Итак, вот вы приехали в Штаты, имея на руках исключительно права, полученные в ваших государствах. Чтобы обменять их на местные, вам нужно предпринять следующие шаги. Записаться на теорию, сдать теорию, записаться на практику, сдать практику. Пока все понятно и выглядит несложно. Так и есть. Записаться на тест и получить временное водительское удостоверение вы можете через интернет, не учась при этом в автошколе. На сайте DMV вашего штата так и вводите DMV Калифорния, либо же DMV Нью-Йорк, DMV Орегон. Вы назначаете appointment, то бишь встречу, вводя свои данные. На сайте указываете, что сдаете вы конкретно теорию и выбираете дату и время. Я вам настоятельно рекомендую выбрать именно этот способ записи на экзамен, то бишь онлайн. Почему так? Если же вы придете в DMV без записи и в порядке живой очереди будете записываться, то у вас на это может уйти чуть ли не целый день. Я не могу утверждать за все DMV, за все штаты, за все города, но конкретно в моем случае было так. И конкретно у тех людей, с которыми общался я, они были в Нью-Йорке, у них та же самая ситуация. В порядке живой очереди в DMV записаться очень сложно. Сэкономьте свое время и запишитесь онлайн. Я вам рекомендую записываться через неделю, через две, то бишь, чтобы у вас был временной промежуток. Для чего? Дело в том, что, несмотря на то, что вам из 35 вопросов система позволяет сделать 7 ошибок, и вопросы во многом, очень простые, вам нужно время для того, чтобы подготовиться и сдать тест. Кто-то мне возразит, все это фигня, и я все и так сдам, у меня теория в голове есть, я давно вожу автомобиль у себя в стране, и я красавчик, все получится. Окей. Я лично знаю таких ребят, которые за несколько дней готовились к сдаче теста и сдавали его благополучно. Но уповать на случай там, где в дальнейшем зависит ваша судьба и здоровье, ваше дело. Достаточно посмотреть на то, как часто лишают прав и даже дают сроки за нарушение тех или иных правил дорожного движения здесь, в Соединенных Штатах. Потерять права в Соединенных Штатах так же просто, как и получить их. Поэтому, не нагнетая обстановку, я вам все-таки рекомендую, как и в любом другом деле, просто потратить немного больше времени на подготовку, но быть уже уверенным в своих силах и благополучно сдать экзамен. К тому же тесты несложные и интуитивно понятные. Не старайтесь обмануть систему там, где можно сделать все по-человечески. Подытоживаем, к тесту готовиться нужно. Для этого на самом сайте или же качаем приложение и прорешиваем тесты один за другим. Конечно же, попадаются достаточно интересные и безумные вопросы, которые наталкивают на мысль о том, какие люди все же могут сидеть за рулем. Тут и нарисованный знак «Стоп» с надписью «Стоп» с вопросом, что обозначает этот знак. Тут и рекомендации того, как себя вести в случае, если вы столкнулись с агрессивным водителем. И одна из рекомендаций гласит о том, что ни в коем случае нельзя его провоцировать даже взглядом ему в глаза. И этому пункту, кстати, уделено очень много вопросов. С нотациями закончили. Теперь перейдем к ключевым различиям. Они есть, и, на мой взгляд, права в Соединенных Штатах, правила дорожного движения, они более человеческие, что ли. Но вот, допустим, первое, что бросается в глаза, в случае возникновения аварийной ситуации, вы попали в ДТП, вам по возможности необходимо освободить дорожную часть
для того, чтобы не заграждать проезд другим участникам дорожного движения. И, на мой взгляд, это достаточно круто, потому как я, как и любой из вас, наверное, не раз был свидетелем, когда люди, немного царапнувшие бампера, благородно занимают 1,5 полосы, а то и 2, а все участники дорожного движения должны либо их объезжать, либо ждать. Ну, то есть в любом случае это затрудняет передвижение, как ни крути. А здесь, на мой взгляд, это более лояльное решение по отношению ко всем участникам дорожного движения. Алкоголь. Допускается выпивать определенное количество алкоголя, садясь за руль. Тут опционально. Я достаточно нейтрален к алкоголю, но отдаю отчет, что для кого-то эта тема может быть важной. Также есть свои нюансы, к которым стоит привыкнуть. Например, пересечение двойной сплошной. Здесь ее пересекать можно. Зачитываю цитату. В США двойная сплошная запрещает только обгон. Если вам нужно повернуть налево, чтобы попасть во двор, либо наоборот со двора попасть на дорогу, то вы можете пересечь двойную сплошную. Или же, например, въезжая или съезжая с кольца, с круга, вы не обязаны включать поворотники. Здесь в принципе нет такого пункта. Итак, идем далее. Сам тест. Придя в DMV, предварительно распечатав тот квиточек, на котором указана дата и время, вас определяют к определенному оператору. Он вам задаст общие вопросы о вас, в том числе цвет волос, ваш рост и хотите ли вы выступать в качестве донора в случае плохого исхода. Из документов я предоставил только свой загранпаспорт, российское водительское удостоверение, и в самом конце, уже оформляя бумаги, она спросила, есть ли у меня еще какие-то документы. Сначала я ответил нет, она сказала хорошо. Сразу же я вспомнил о том, что у меня есть форма I-94 распечатанная, и предоставил ей. Она очень обрадовалась. Я как раз вам напоминаю, что вот эта форма I-94, это и есть ваше основное основание нахождения на территории Соединенных Штатов. Считай, это ваша виза. До тех пор, пока вы не подали на убежище и ждете суда. Это же мы говорим о том случае, если вы шли через программу SBP One. Кстати, о том, как правильно записываться в приложении SBP One и проходить через мексикано-американскую границу, я уже записывал ролик. Это один из самых популярных роликов на моем канале, и многим людям он уже помог. Если же вы его еще не смотрели, обязательно смотрите и ставьте лайк. Ссылки, как обычно, в описании под видео. Так вот, девушка, она безумно обрадовалась этому документу и пригласила меня пройти тест. Подозреваю, что и без этой бумаги я бы смог записаться на тест. Тест проходил на таких больших машинах, похожих на игровые автоматы. И, к моему удивлению, было много вопросов, которые мне, в принципе, ни разу не попадались до этого в тестах. Это, к слову, зачем вам нужно потратить какое-то время на их изучение? Да все элементарно просто. Для того, чтобы углубиться в контекст. Для того, чтобы улавливать общий вайб происходящего. В процессе прохождения теста я допустил 3 ошибки, и меня сфотографировали. После выдали бумажную копию моего пермита. По сути, это документ, позволяющий вам водить в присутствии другого человека в автомобиле. Через 2 недели пришел оригинал этого документа на почту. И визуально он почти ничем не отличается от оригинального американского водительского удостоверения. Вот такое вот временное водительское удостоверение. Единственное его отличие от действительных водительских прав – это пометка над фотографией. Также мне дали номер того человека, которому нужно записаться на практику. Позвонил в тот же день, назначил удобные мне дату и время, и вот 30 марта я благополучно сдал экзамен. Шутка, не сдал. Так звучал первый вариант сценария к этому ролику, но получилось так, что с первого раза мне не удалось сдать экзамен, и по собственной глупости я его завалил. Перед вами мой экзаменационный лист, и вы можете увидеть здесь те ошибки, которые я допустил в процессе сдачи экзамена. Я не остановился несколько раз достаточно хорошо на знаке «Стоп» на 3 секунды. Плохо сдал назад, зацепив при этом бордюр. И прикол в том, что вы не можете смотреть в зеркало заднего вида, а тем более в парктроник. Вам необходимо обернуться назад через правое плечо. И в некоторых штатах есть даже обязательное условие, что вы должны положить руку на пассажирское сиденье и обернуться достаточно хорошо. Здесь указано, что я недостаточно хорошо вертел головой на поворотах. Обязательно нужно проверять слепую зону и делать это максимально всем корпусом.
мне так и сказали, что я недостаточно хорошо проверил слепую зону. Ну, то есть я ее проверял, но я проверил ее недостаточно хорошо. То есть я должен был не просто посмотреть, я должен был, в общем, еще лучше повернуться. Ну, в общем, такой спорный момент. Следующее. Я ехал недостаточно ровно. Все дело в том, что я объезжал ямы. И да, в Америке тоже есть ямы на дорогах. Они не такие большие, конечно, но так или иначе я, водя автомобиль, пытался их объехать. Но инструктор сочла, что я вел как-то недостаточно уверенно. Рекомендацию: ямы там, какие-нибудь бугорки, просто едьте прямо. Потому что инструктор сочтет это не в вашу пользу. И самое важное, я чуть ли не проехал на красный свет светофора. И, как вы видите, здесь есть странные пункты, допустим, с теми же ямами и с поворотом корпуса. Но в остальном, несдача экзамена провалена мной по моей же вине, по моей невнимательности. Спустя 2 недели я пришел на пересдачу и попал к другому инструктору. Если кратко, то все предыдущие ошибки я принял во внимание, но при этом ни разу не садясь за руль между сдачей, я благополучно сдал на 94%, так сказал дядька-инструктор. Для сравнения, вот вам 2 экзаменационных листа, чтобы вы поняли, насколько я преисполнился в своем сознании. Почему не 100%? А потому что все те же слепые зоны. Недостаточно хорошо я поворачивал голову. По их мнению, ты должен не просто посмотреть, как я сказал, а ты должен прямо так вывернуться, вот чуть ли не туда. Это должно не секунду занимать, а чуть больше времени. Следующий момент достаточно интересный. Парковка не параллельная, ни какая-либо другая. У меня ее не спрашивали и не проверяли. Я не могу сказать наверняка, повезло лично мне или же это системное явление. Но конкретно парковку перед первым экзаменом я прям конкретно практиковал, так как, несмотря на наличие опыта вождения, в своей повседневной жизни я ее не использовал. Теперь к ценам. Нужно понимать, что DMV в первую очередь это коммерческая организация. И от штата к штату, от офиса к офису и так далее цена и условия могут немножко меняться. Поэтому воспринимайте услышанную информацию через призму опыта другого человека, а не как истину в последней инстанции. Итак, цена. За теоретический экзамен мною было оплачено $5, плюс $23 за временное удостоверение. Сдача самого экзамена, то бишь практики, $75 наличкой в день сдачи. Оплачивал я его дважды, соответственно, платил тоже 2 раза. И последняя трата — это оплата непосредственно финального пластика, который и называется водительским удостоверением. За него я отдал $60. За 3 15-минутные поездки было оплачено $54. Итого, в общем, права мне обошлись в $264. Много это или мало, каждый сам себе ответит. По отношению к заработной плате, это в среднем 2-3 дня стандартной работы здесь, в Соединенных Штатах. Кстати, о ценах и заработной плате я уже снимал видео. Там много полезных советов по поиску работы без документов для тех людей, которые в том числе прошли по программе SBP One. Без всякой банальщины и сказок мамкиных бизнесменов и инфо-цыган. Там только то, что действительно можно применять на практике и хоть уже завтра находить работу. Обязательно посмотрите. Общие советы и заметки. Первое, что стоит сказать, это то, что сдать теорию на водительское удостоверение вы можете в принципе на любом языке мира. Вы заходите просто на сайт, выбираете нужный вам язык и качаете брошюру. Это, на мой взгляд, еще одно доказательство в пользу этой страны. Насколько здесь удобно и комфортно, даже будучи мигрантом. И ты не ощущаешь нисколько на себе давление социума и системы. Сдавать теорию я все-таки рекомендую вам на английском языке, потому как вам все равно с ним жить, и вам необходимо погружаться в контекст. Это же вам самим на руку для скорейшей ассимиляции. Практику же вы можете сдать либо на английском, либо на испанском
языках. Других опций в моем офисе сдачи не было. Ну и как было сказано ранее, DMV это коммерческая организация, и условия получения документов, их цена, сроки могут отличаться от штата к штату. И где-то в каких-то штатах либо офисах у вас могут запросить документ, подтверждающий ваш адрес. Вот как раз, если же вы досмотрели до этого момента, обязательно пишите о том, отличается ли ваш опыт получения прав и их условия в вашем штате. Указывайте штат для того, чтобы люди, которые читают комментарии, они могли делать какие-то выводы. Если же у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их здесь. Я по возможности стараюсь ответить максимально быстро. Спасибо, что смотрите. Всем спасибо, всем пока, до скорых встреч.